Как обслуживать тормозную систему? Как правильно выбрать колодки? И как не попасть в аварию на дороге из-за отказа тормозов? Сегодня, ребята, рассматриваем с вами все эти вопросы, так что поехали. Пришел мне уже вот этот замечательный кабанчик после перемотки, но все, руки никак до него не доходят, потому что есть более важные вопросы, и, к сожалению, они возникают каждый день, новые. Сейчас в приоритете стоит обслуживание тормозной системы, потому что регулировочные винты уже на пределе. После долива масла в обоих гидролиниях там уже больше крутить некуда, колодки практически износились. И сами тормоза меня пока особо не радуют. Дальше ездить так опасно. И сейчас расскажу вам почему. Значит, прислал мне один товарищ, имя которого слишком известно, как в старом фильме, чтобы его называть. Вот эти вот замечательные колодки. По внешнему виду они как бы похожи на полуметалл, но на самом деле это далеко не полуметалл. То есть это либо какая-то подделка, вот, ага, вот бирочку покажу вам, либо нарушение заводской технологии. Ну, короче, это, блядь, ну не полуметалл, ну реально. Потому что эти колодки, они тверже тормозных дисков, и они вообще слеплены из какого-то говна, извиняюсь за выражение. Значит, как проверяется качество колодок, да? Ну, вот это вот уже изношенная колодка, да? Но суть от этого не меняется. Если колодка правильная, да, то есть если она действительно сделана по технологии из завода, ее твердость должна быть ниже, чем твердость тормозного ротора. И когда вы берете колодки, да, они к вам только пришли, берете напильник, не крупный, вот такой вот меленький, я не знаю, как они там по их свойствам, да, характеризуются, но меленькие, да. И вы колодку вот так вот сбоку чуть-чуть простегиваете, да, напильником. Вот. И вот нормальная колодка, которая сделана по технологии, с нее напильник вот так вот сбоку должен снимать материал гладенько. То есть он должен быть как кашка. Даже если это колодка Full Metal или спеченная медь, вот, напильник должен идти по ней гладко. Что вот с этими колодками, да, которые я показал выше? Вы, когда берете напильник и ведете по ним, напильник на них застревает. То есть эти колодки как будто бы сделаны из крепленной стали для станочного вала. Вот. И, соответственно, они не работают так, как положено. Значит, что происходит дальше во время езды вот вместе с этим говном? Да? Значит, колодки тверже, чем сам ротор. Они его начинают тупо выгрызать. Здесь видео, конечно, не передает весь этот кайф, да, весь этот экспириенс. Но я думаю, что вот сейчас даже на экране видно, да, какие борозды вот здесь на диске. И, соответственно, так как колодки тверже, чем сам тормозной ротор, они начинают его выгрызать и уменьшать толщину. Ну вот здесь вот, я думаю, сейчас хорошо видно, да, вот этот вот переход. И что дальше происходит? То есть помимо того, что изнашиваются сами колодки, изнашивается еще и тормозной ротор. И, соответственно, постоянно, сильно и быстро уменьшается зазор между колодками и ротором. И вот мне пришла вот эта вот пачка
2 пачки таких колодок, там 4 пары, 8 штук. И, честно говоря, я с ними уже просто заебался. То есть за счет того, что они выгрызают ротор, ну, сам ротор как бы становится, во-первых, менее надежным, но это полбеды. Но из-за постоянного уменьшения зазора, не только со стороны колодок, а и со стороны ротора, приходится постоянно доливать масло в систему, чтобы компенсировать этот зазор, и каждую неделю, ну или 2, перенастраивать тормоза. Это просто, ну, нереально. Я этот экспириенс прошел, и больше с ним я сталкиваться не хочу. И поэтому что я на сегодняшний день сделал? Значит, в первую очередь я закупил вот такую невибенную пачку дисков тормозных. Здесь их штук 20, я точно даже не помню. Потому что с такими колодками роторы улетают просто мгновенно. Вот. И нужно иметь запас для тестов, да, потому что если какие-то колодки будут снова диски выгрызать, вот, эти колодки нахер, диски тоже нахер, потому что, ну, если у него уже здесь изменилась толщина, да, то единственное, что с ним можно сделать, это разве что выточить спейсер под колесо, да, 2-миллиметровый, ну здесь не 2, здесь, по-моему, 1,8 для проставки. Все, больше уже с этим ротором делать ничего нельзя. Пересчитал пачку, оказалось здесь 30 штук. Но все как для себя любимого, не пожалел. Да, так в общем, проблема, да, колодки выгрызают диск. И хорошо, если они его выгрызают только снаружи и не захватывают спицы. Потому что ребята мне еще показывали такие варианты, когда спицы начинают жрать. Вот, когда это происходит? Это происходит тогда, когда ширина дорожки вот этой тормозной, она меньше, чем высота колодки. То есть вот здесь на таких дисках ширина дорожки я мерил около 16 миллиметров. А высота материала на тормозной колодке где-то 14 миллиметров. Соответственно, я могу его ставить практически в упор к внешнему краю. Вот. И, как вы видите, да, получается, до спиц вот этот скос не доходит. Вот, то есть вот получается край. Это 14 миллиметров, а это 16. И спицы, по крайней мере, остаются не сточенными. Есть тормозные диски, у которых вот ширина вот этой дорожки там где-то миллиметров 12. И, соответственно, если колодка 14-15, то и вас стачивает еще и спицы. И в итоге эти спицы, да, здесь-то площадь большая, а спицы тоненькие, они стачиваются еще быстрее. И они становятся вообще как листик бумаги. То есть в какой-то момент у вас на дороге просто может эта спица лопнуть, когда вы тормозите. Этот диск оторвется с тормозного суппорта, да, с тормозной площадки, может еще заклинить колесо, и вообще неизвестно, что может произойти. То есть, ну, как бы авария на ровном месте, да, по технической неисправности вашего транспортного средства. И нахер как бы оно надо. Вот. Поэтому всегда, да, обращайте внимание на ширину этой дорожки. Вот. И на высоту тормозного материала на колодке она должна быть меньше, чем ширина дорожки. Значит, с роторами мы разобрались. Роторы про запас есть. Теперь остается разобраться с колодками. Вот чисто как бы теоретически, да, эмпирически разобраться с этим нельзя. То есть надо все пробовать, тестить. Поэтому на тест я заказал аж 5 разных видов колодок. Значит, 2 вида керамики. Вот это вот один вид серебро и второй вид зеленый. Вот, они, по идее, должны быть самыми мягкими, и роторы они уже выгрызать не должны.
Насколько эффективно они будут тормозить, это вопрос, это все надо смотреть. Значит, третий вариант колодок – это усиленная медь, она называется в Китае. Значит, здесь что идет? Здесь идет вроде так по виду похоже на органику, но с вкраплением медных волосок. Вот прям видно медные волоски там, волоски в составе. Вот эти вот должны быть где-то средней крепости. А вот эти вот колодки я заказал, они называются полуметалл. Вот, то есть, ну, в принципе, как бы, да, такие же вроде как эти, да, но эти залипуха, это подделка. Если вот это будет оригинал, полуметалл, то в принципе, ну вот даже по цвету видно разницу, да, что вот эти вот они другого цвета. Если это будет действительно с соблюдением технологии, я на оригинальном полуметалле поездил, очень хорошие колодки, мягко, надежно работают, даже в дождь, и их надолго хватает. Вот, ну, посмотрим, сейчас возьмем напильник и будем полировать, как бы смотреть, что к чему. И вот это вот последний вид колодок, бронза, это самые сильные колодки, то есть эти где-то посередине, эти еще чуть-чуть сильнее, и вот эти вот самые мощные. Это они квалифицируются как спеченная медь. Вот, то есть это full медь или полуметалл, как точно назвать, я не знаю. Не, полуметалл, по-моему, черные идут, даст. Вот, и они чуть-чуть сильнее, чем органика, но слабее, чем full metal. А вот это идет еще какой-то как типа крепленный или спеченный металл, спеченная медь. Вот эти вот самые мощные. Возможно, они тоже будут выгрызать диски, но со всем этим предстоит разобраться. Тормозные роторы в запасе. Я думаю, что мне их хватит для того, чтобы определить, на каких колодках все-таки как бы стоит ездить, да, какие будут оптимальными. Первым делом, конечно, сейчас надо помыть самокат после дождя, потому что смотреть на вот это вот все говно, как бы и самому неприятно, да, и работать с этим. Вот, ну и в заключение я хотел сказать пару слов по рекупу. Вот я его как-то никогда не любил. Сейчас я подключил, на нем поездил пару месяцев. Ну, реально он работает как погода на улице. То есть, когда ты жмешь физический тормоз, ты понимаешь, как, где и когда он сработает. Рекуп на больших оборотах работает, на маленьких не работает. Тебе постоянно приходится менять тормозное усилие на физическом тормозе. Страдает и батарея, и контроллер от постоянного смены движения тока, да, в разную сторону. Контроллер начал тупить после этого, то есть упала реакция на газ при использовании рекупа. И что-то как-то, ну, мне это все вообще абсолютно не нравится. Рекуп я сейчас поставил на минималку, выключить его вообще нельзя, потому что, чтобы его выключить, надо снимать тормозной датчик, и, соответственно, у меня пропадает страховка по отсечке питания с мотора. Ну, в какой-то критической ситуации. Ну, пружина на курке лопнула, было у меня такое. Ты как бы хочешь тормозить, а самокат едет без твоего участия, потому что курок назад не возвращается, лопнула пружина. Я просто в шоке был, чуть не попал в аварию. Вот. Но, слава богу, понял, что происходит, и потом вот этот курок не одним пальцем давил, а вот так вот, получается, одним пальцем вниз, а вторым вверх вместо пружины. Потому что, ну, реально это опасно, и страховка должна быть, то есть отсечка питания у мотора должна быть. То есть, когда ты зажимаешь тормоз, контроллер перестает подавать на него ток. Потому что если ты давишь тормоз,
а мотор продолжает как бы вращаться, да, крутится с дикой мощностью. А мощность у меня, скажем так, мягко говоря, нехилая. Вот, вчера один ебаный ТЦКшник на меня повесился, за плечо ухватил, и я его метров 10 протащил по асфальту, этого пидора, пока он от меня не отцепился и 3 раза не перевернулся по дороге. А будет 5 киловатт, то есть тормози, не тормози, как бы либо ты спалишь контроллер, либо мотор, этот тормоз, он просто перегорит у тебя, масло перегреется. Поэтому страховочка должна быть. Вот. Но рекуп я поставил из 5 делений, там 1, 2, 3, 4, 5. Я поставил единичку, самый слабенький. Вроде он как бы батарею сильно не гробит. На контроллер большую нагрузку не дает. Но есть страховка, то есть есть отсечка питания на моторе. Вот такая сегодня у меня информация по поводу обслуживания тормозной системы. Поделитесь в комментариях, с какими проблемами вы сталкиваетесь во время обслуживания, вообще тормозов и гидравлических тормозов в частности. Впереди на канале много интересного, поэтому не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить полезную информацию. Спасибо за просмотр. С вами сегодня был Андрей, как всегда. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.